Всем привет! Добро пожаловать обратно в пекарню Патрика. Ну, наконец-то мы начинаем с того, что Патрик счастлив, у него жизнь начала налаживаться, у него есть любимая девушка, ну, точнее, она еще не стала его девушкой, но есть очень конкретный этот кандидат, вот, кандидат на это место. Дела в пекарне идут, ну, не так хорошо, как хотелось бы, но у него новая кровать, новый холодильник, и у него наконец-то появился генератор кексов, или как его там, ну, в общем, то, что делает кексы, и они у нас теперь появились в продаже. В общем, сегодня опять мы сходим на свидание, и наконец-то, наверное, мы попросим нашу барышню стать нашей девушкой официальной, потому что потом у нас будет помолвка и свадьба, и он будет готовить на своей свадьбе, наверное. В общем, посмотрим. А еще я, кстати, заметила, что у этого самого генератора кексов, но я не помню, как он точно называется, по-моему, все-таки это генератор кексов, появилась какая-то новая отрасль. Может быть, я раньше не замечала, конечно, что очень вероятно. Но, в общем, там какие-то новые рецептики, которые нельзя разбирать на поштучную продажу, но оно хорошо как раз смотрится у нас в холодильничках. Так что сейчас проверим, как себя чувствует наша пекарня, как там наполнение наших холодильников. И, наверное, даже не будем заходить в наш сад, потому что у Патрика, в общем, уже немножечко зашкаливает количество всех этих необходимых вещей ему. У нас, кстати, еще, по-моему, с прошлой серии осталось кучу пакетиков с этими от гномов, точно, точно-точно было дело. Вот, так что откроем сейчас пакетики, в общем, проверим, и тогда будем устраивать свиданочку. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Он, кстати, в хорошем расположении духа, он выспался, покушал, помылся, в общем, такой вот у нас молодец. Так, у нас вот эта витрина уже полностью заполнена, нам, кстати, надо помыть. Но тут, в общем, пирог у нас, хлеб, вот как раз-таки кексики. И у нас еще вот такие вот фрикадельки из лосося есть. Это из старого что-то, помадка, да? И вот тут у нас фруктовые булочки какие-то, фрикадельки у нас две фрикадельки из лосося. Они мне так понравились. И еще что-то, шоколадные сухарики. Вот у нас есть, представляете? Вот что у нас и есть такого интересного. Так, еще у нас, что у нас тут есть? Сейчас мы глянем. У нас как-то запасики немножко подистощились. Но я давно не пополняла вот эти самые, вот эти холодильники. Я в основном немножко тут, по-моему, 1 или 2 дня провела, наполнила вот этот холодильник. За счет этого я, в общем, попробовала тут кое-какие рецептики. Ну, вроде бы как оно есть, но пока так себе. В общем, у нас тут куча всего. Что это такое у нас? Корень Таро? Что это такое? Он вообще у нас куда-то идет? Вот видите, у нас куча-куча этих пакетиков. Сейчас мы их пооткрываем, посмотрим, что там вообще такое. Так, он у нас помыл. Так, теперь будем открывать пакетики с этими семенами всякими. У нас тут куча, на самом деле, этих пакетиков. У нас есть весенние растения, такие. В общем, может быть, что-то у нас и новенькое, и интересненькое. Я, конечно, немножечко сомневаюсь, но вдруг у нас что-то интересное появится. Так, открой. У нас целых 3 комплекта зимних, вы представляете? Обалдеть просто можно. Так, а чё не все открылись-то? Открывайтесь давайте. Так, открой. Уснувшие негой взоры навстречу северной авроре. Давай, открывай, чё ты стоишь? Открой летние рассады. То они как раз внизу как раз. Хорошо, сейчас мы посмотрим. Сейчас мы все. Последний пакетик, последний. А что-то нам покупатель пристает или что? Открой пакетик, потом пообщаешься с покупателем. Нет, все, открыл? Так, давайте посмотрим. У нас еще бегония. Это, конечно, хорошо, она нам деньги бы хорошо принесла, но нам нельзя. Картошечка. Ну, давайте посадим картошечку. Подснежник. Короче, одни цветы. Маргаритка, львиный зев. И что? У нас, по-моему, есть стручок фасоли. Давайте посмотрим. Так, нет. Ой, я случайно взяла паузу. Так, у нас еще один пакетик, я не заметила. Давай, открывай его. Даже интересно. Ну, открой, пожалуйста. Ой-ой-ой, не иди никуда. Там надо обслужить. Вот, они, кстати, начали чаще пользоваться вот этой штукой. Как это называется? Ну, витриной. В общем, до этого как-то всего одна была продажа, а тут наконец-то началась. Отстань от него. Обслужи, пожалуйста, покупательницу. Так, о, видите, еще один захотел. А кто? Вот этот товарищ?
Давайте мы обслужим с удовольствием, с большим удовольствием. Тем более, что сажать мы, скорее всего, ничего вообще не будем, потому что это бессмысленно. Абсолютно. Давайте посмотрим, за сколько мы продадим. Мы хорошо обогатимся. Потому что предыдущий день 507 миллионов всего мы заработали. Мне кажется, это как-то все-таки маловато. До этого как-то было повеселее. А тут мы... Ну так. Но зато вот на холодильничек новый хватило. Так. И что ты у нас купила? А куда он пошел? Куда пошел-то? Шоколадные сухарики. 328. Ну, такое. Но нормально. Ну, то есть она за всю тарелку 300 с чем-то заплатила. Так, чтобы обслужить покупателя, тебе надо посидеть и погрустить на кровати. Серьезно? Ты вот сейчас это серьезно? Ну что это такое? Что он сидит, грустит? Обслужи покупателя, он сейчас уйдет. Уйдут наши миллиончики. А нам они нужны. Ты должен быть завидным женихом. Я, конечно, понимаю, что у тебя теперь есть отдельный туалет и ванная, ну, в смысле, хотя бы отдельная ванная, у тебя есть хорошая двухспальная кровать, но вообще-то тебе нужно побольше места, чтобы жену подселить. Ей недостаточно, я думаю, будет этой каморки. Тем более надо расширять еще и нашу... Серьезно, мятный кекс за 13? Ну, как-то это несерьезно, я считаю. Вообще несерьезно. Вообще. Убри табличку. В общем, как-то такое себе на самом деле. Вот что-то такое, фрикадельки из лосося, надеюсь, нормально продадутся. Так, давай убери эти штуки, и все. Давайте зовем нашу барышню, потому что, ну, продажи сами будут идти. Мы никуда не уходим, мы просто пригласим на свой участок. Что продажи идут, там народ что-то тусуется. Смотрите, какой модный дедушка у нас тут такой. С бороденочкой, такой симпатичный. Так, ты ее позвал? Нет еще? Надо развивать отношения. Пекарни, а отношения как бы всем нужны. Ну, в смысле, если хотите, конечно. Вот, это всегда приятно. И пока вот можешь убрать, пожалуйста. То у нас тут детки пробегали и как-то совсем пробежали. Я тут, кстати, светяшек навешала, но что-то как-то им вроде они должны быть мерцающие, но они что-то не мерцают, и что-то они двойные какие-то странные. Так, ну что он стоит просто? А он общается. Ну что, она придет? Нет. Что-то как-то долго он общается. Смотри, до сих пор говорит. Я ж тебя пригласи на свой участок. Что так долго-то? Несколько часов стоит приглашать на свой участок. Скоро придет. Ну, наконец-то. Сейчас она где-то появится. Выглядываем ее, выглядываем. Пусти костинки. Вот. Чтобы проглядывать всю поляну. Ну, а вот она. Слушайте, я не заметила, как она появилась. Так. Приветики. Пистолетики. Так, Катарина. Надо запомнить, как ее зовут. А то я все как-то... В общем... Так, авантюру не надо, сплетничать не надо, дать ключ от дома. Ну, такое. Так, дружелюбные немножечко. Поговорите о кулинарии. У вас есть общий интерес. Вы можете этим попросить присоединиться. Что у нас там фестиваль снега? Ой, нет, ну не надо нам фестиваль снега. Что такое? Что это такое? Короче, иди сюда. Просто хотя бы пообщайся с ним. Периодически мне стало залипать вот это на персонажа, когда клацаешь, оно не срабатывает. Иди сюда. Куда ты ушла? Куда? Ага, потому что она ушла. А что такое? Почему она приходит и уходит от нас? Такая ушла в закат. Шикарно. Окей. Раз ты ушла в закат, значит, ты, видимо, не хочешь с нами поболтать, отправить сообщение. Ясно. Может, она сама пригласит нас на свидание. Она тут пару раз нам звонила, но я решила без вас не ходить. Видимо, зря. Давайте какой-нибудь вот этот интересный рецепт. Вот, испечь кондитерские изделия и приготовить кексы. Мне казалось, что раньше просто приготовить кексы и все. Но теперь можно кондитерские изделия. Может, я просто не прокачивала так. Хотя тут вот с первого уровня все. Какие-то сливочные пироги, пончики с глазурью. Ну, короче, какая-то тут своя жизнь такая интересная вообще. Какие-то такие новые шоколадные драники из мягких крабов. Вот давайте вот эту штуку. Только с ними что-то интересное происходит именно с этими изделиями.
Давайте тогда одну на этом генераторе кексов и еще пополним обычный холодильник. И раз от нас ушла, вот она опять стоит. Ну что это такое? Ну иди, пожалуйста, я тебе уже вообще-то отправила полезным делом заниматься. Он стоит, втыкает. Ну, конечно, понимаешь, что ты 28 всего, что ты расстроился, что у тебя дамочка ушла твоя. За 8 часов 369. Ну, маловато, конечно. Ты встреваешь в своих покупателей. Ты в курсе? Вот что ты не идешь, а? Иди сюда. Фестиваль романтики. Давайте сходим, попробуем пригласить. Придется закрыть, конечно. Но он вообще никогда не выходит. Он пару раз только ездил специально за овощами в город. И он всегда после работы это делал. Мне кажется, он заслужил выходной. Нельзя же оставить, да, пекарню, наверное, открытой. Как вы думаете? Она должна, наверное, переодеться, а то он просто в фартуке пойдет. Что у него за испорченная еда, интересно? Наверное, как обычно, поел и тарелку с собой взял. Ну, где у нас тепленькое? Сейчас же осень, он же скажет, что ему холодно, да? Так, интересно, он автоматически закроется? Так, мы переоделись. Ой, нет, не то. Так, показать информацию о фестивале. Отправиться на фестиваль романтики. Ищем нашу кату. Ее нету? Серьезно? Эм, эм, эм. Я чего-то не понимаю в этой жизни. Но спишем на то, что она, скорее всего, на работе. Так что давайте, до скольки она там работает? Тут, по-моему, есть у нее график. До 23. Какой сегодня день недели? Суббота. Да, в субботу у нас с 3 до 23. Ладно, неудачи. Значит, продолжаем готовить, работать, короче. Завтра тогда пойдем все-таки ее пригласим пораньше, чтобы все-таки успеть. А сегодня мы будем просто работать, короче. Итак, возвращаемся к нашему Патрику. Как видите, он такой опять довольный. Меня не может это не радовать. У нас наступила зима. В общем, вчера просто все покупали продукты. В общем, не сильно мы обогатились, но какой-то капитальчик мы начали накапливать. То есть либо расширять пекарню, либо расширять дом. Я еще подумаю все-таки, как мы будем разделять бюджет, потому что я думала, что когда у нас появится супруга, то как бы все деньги, которые она будет зарабатывать и, возможно, принесет в семью, ну, такой небольшой достаток, но я думаю, что-то принесет, мы будем вроде бы как улучшать наш дом, именно дом, жилую часть. А все, что будет зарабатывать Патрик, будет идти на нашу пекарню, но сейчас я немножко в этом всем сомневаюсь. В общем, пока не знаю, как это все организовать, но пока что он, в принципе, и не женится, так что у нас есть еще время. В итоге я пока просто коплю наш капитал, но думаю, что все таки немножечко еще день-два, подкоплю, там будет практически уже 4000, и мы немного обновим нашу пекарню. Я уже начинаю задумываться о том, чтобы вообще все разделить, пекарню и дом, может, вообще отдельное здание сделать. Мне кажется, это будет логичнее. Хотя не знаю, может быть, я буду метаться, мне будет неудобно, потому что я надеюсь, что у них все таки появится ребенок. Но на втором этаже, как я задумывала, я не знаю, тоже будет удобно, не будет удобно. Ой, слишком я загадываю. Пока на свидание надо сходить, потому что вчера у нас не получилось. Сейчас вот уже практически 7 утра, точнее 8, и мы ее пригласим, потому что она с 3 начинает работать, так что, думаю, мы успеем. И вчера я, главная такая, в предыдущий раз сказала: ой, тут что-то такое странное с этими товарами, я вам сейчас покажу, и ничего не показала. Давайте приготовим как раз-таки профитроли. У нас там есть свободное место, и я покажу странную штуку. Может, вы мне скажете, это всегда было, но ты просто этого не замечала в упор. Такое тоже может быть. У нас 2300, кстати, уже он накопил за 3 дня, получается, пока он там фестивалил, что-то продавал. И да, у нас начали с этой штуки чаще продаваться. Так, спокойно. Давай, относи. Я сейчас одну вещь покажу, которая мне немножко... Ой, что это такое? Не спать 24 часа подряд. Так, вот. Продать в местную пекарню. Вот что это такое за 124 сиболевода?
Вообще-то мы и есть местная пекарня, я не поняла вообще. И нельзя, просто можно нет, можно порцию багаж. Вот я балда. Я немножечко балда. Давайте эти профитроли всё-таки поштучно. Ага, вечно ему не нравится это расположение. Давай, укрась, пожалуйста. Мне кажется, они хорошо пойдут. Дорогого будут стоить. У нас хорошо, кстати, прокачивается навык. Я немножко поменяла, кстати, эти, как это называют, в общем, дом, не навыки, как свойства участка, вот. Чё никак не могу на паузу поставить? Жму не туда. Так, положить порцию в багаж, положи порцию в багаж, багаж. И все, мы звоним нашей барышне, потому что я там еще хлебного пудинга немножко напекла, потому что он хорошо идет и достаточно дорого. Прям так приятненькая у него цена. Еще, кстати, можно уже все, можно, короче, поднимать цену, потому что, мне кажется, Патрик этого заслужил. Он уже тут работает без выходных уже непонятно сколько дней. Так что я думаю, что вполне себе может. Ну так давай быстрее уже. Он может уже стопроцентную накрутку делать. Я думаю, вполне себе. Вот. Что у нас пока... у нас пока еще ничего не купили. Тут что-то народ тусуется. Сверху этот хлеб, ничего не продается, короче. Великолепный хлеб, банановый хлеб. Хоть он и великолепен, но его никто не хочет покупать. Так, он в теплом одет? Да, в теплом. Наш садик не покрылся снегом. У нас там супер защита в виде крыши. Что, последний? Все. Так, все, он все забрал. Так, открываем, пополняем. Да, наверное, нам все-таки надо... теперь нужно помыть эту штуку. Ну что же оно так загаживается-то быстро? Какой кошмар. Ну, то есть я тут чуть-чуть пудинга, чуть-чуть вот этих профитролей, и тут морковный торт еще остался, тут еще много чего. Тут куча хлеба, одна люковая плюшка осталась. Короче, блошиный рынок. Я бы сходила, конечно. Ну, там такая лотерея. Иногда все это прикольно за небольшую сумму. Иногда ничего прикольного. Так, ладно, вызываем нашу девушку. Катарина, надо запомнить. Пригласи на свой участок, пока она будет приходить, помоешь, почистишь свое рабочее место, по сути. А мы, кстати, не видели еще ее зимний костюм. У нас зима тут первый раз, по-моему. Опять он стоит. Наконец. Опять колокол звонит, класс. Мне нравится. Атмосферный все-таки этот город Винденбург. Кстати, надо наверное, подвинуть вот это деревце, а то оно немножко печалится. Видите, эти остались с этими с листиками, потому что они прям под самой крышей. Сколько у нас тут разных фестивалей теперь проходит-то, ну? Бананы остались. Надо затащить. Так, Степан купил хлебный. Вот, хлебный пудинг идет хорошо, его часто покупают и за неплохую сумму. Это прям хорошая вещь. Вот такая симпатичная барышня, молодая Ханна-Вада. Интересная фамилия. Так, ничего, ты приглашаешь или не приглашаешь? Чё так долго? Скоро придет. Я надеюсь, она не скоро уйдет. А то она приходит, уходит, приходит, уходит. Уж 12, офигеть, 12 часов. Мы собирались в 8 часов. О, какой у нее веселенький нарядик. Слушайте, она прям меня очень веселит, честно. Так, обольстительный поцелуй. Давайте сразу начнем с поцелуев, потому что, видимо, она скоро от нас сбежит, надо быстренько все делать. Давай, беги, целуй. Налаживай с ней связи. О, у вас еще колокол звонит, это же так прекрасно. Нет, не будет поцелуя? Не поняла. Да, поболтать. Должен был быть поцелуй, или это он и был? Что это такое? Не говори, не надо говорить с ней о механике, займитесь чем-нибудь, подержитесь за руки. Чем-нибудь хорошим, приятным. Ну, давайте, дружелюбные, дать совету по образу жизни без уз любви. Так, нет, у нас не будет этого. Не надо жаловаться на Марусю. Нет, пока еще не надо присоединяться. Ну вот, похвали ее внешний вид. Давай. И еще что-нибудь поднять настроение.
Романтическое, романтическое. Заключи ее в объятия, холодно же. Обнимаетесь, что-нибудь поделайте такое приятное. Просите остаться друзьями. Нет, не будем просить. Включить романтику, попробовать поцеловаться, подомилась, заигрывать. Соблазнительно шептаться, признаться в симпатии. Ну давайте уже. Делайте хоть что-нибудь уже. Не просто общайтесь. У нас свидание. Нам нужно за короткий срок все сделать. Обменяться мыслями. Пошли воздушный поцелуй. Мы сказали, что уже все доступно, но как-то пока, мне кажется, рановато. Он так навязывает попросить присоединиться. Немножко пугает это дело. Что-то он такое рассказывает. Но вроде ей понравилось. Хорошо. Интересно, она прям реально в 3 часа от нас сбежит? Давай соблазнительно шепчись. Ну, вроде бы уже целовались. У вас был в прошлой серии первый поцелуй. Чего вы начали как-то стесняться? М, Вот так. Ну, красивенько все выглядит, красивенько. И пар изо рта идет. Вот так вот. Не нравится, да? Милашки какие. Что-то он, мне кажется, поправился, нет? Он прям такой округлился, мне кажется. Так, ну вроде все хорошо, кокетливая. Хорошо, идет наша свиданница, час дня. Так, давайте еще какое-нибудь одно действие, какое-нибудь хорошее. Предложи массаж. Так, романтика. Еще что-нибудь поцелуйтесь, наверное, признаться в любви до гроба еще рановато. Просто поцелуйтесь и предлагай стать парой. Я думаю, самое время. Так, продолжаем смотреть на наше свидание. На массаже, конечно, согласилась. Слушайте, такая кофточка прикольная. Мне кажется, я её не видела, может, не замечала. Ну чё, они стали парой, я поздравляю всех нас. Мы долго к этому шли, долго и тяжело. Так, всё, они стали парой. Давайте посмотрим, кстати, что у нас тут в профиле персонажа. Ощущение близости, счастливые воспоминания сближают, обожание, возлюбленный, любовь, прекрасные чувства, девушка. Ну вот, надо только последнюю, кстати, черту узнать. Давайте попробуем, кстати. Заодно дать ключ от дома. Где-то же есть этот узнать лучше, душевный разговор, глубокую тайну. Нет, нет, нет. Обсудить интересы. Нет. Всегда что ж такое-то? Прощаться. Не надо прощаться мне пока. Вот, узнать лучше. Потом еще какое-нибудь романтическое действие закрепим. Результат. Давайте. Ну вот, теперь можно признаваться в любви до гроба. Надеюсь, этого не произойдет. А там кто его знает. Вот так вот. Нет, он не узнал бы, они ничего нового интересного. Узнал. Любит кошек. Я не сомневалась почему-то. Интересно, у него есть кошки? Вот, он признался в любви до гроба. А чё он нейтральный-то? Меньше времени на себя, образ жизни, новые отношения, счастливые события в жизни персонажа, но Патрик все же не может перестать думать о том, что теперь у него будет меньше личного времени. Вот так вот. То есть у нас не было отношений, он за этот обрел черту, и теперь как бы не хочет, чтобы у него что-то было. Отлично. Я считаю, это идеально. Пригласить на свидание. Давайте попробуем сделать предложение. Ну, так чисто. Нет, вид на эту сторону лучше. Ну, так. Ну, то получится. Раз все так хорошо идет, что тянуть-то? Что-то как-то он недоволен. Интересно, можно избавиться от этого образа жизни?
Ну, что они стоят, смотрят друг на друга, выпускают пар только. Ты будешь делать предложение, нет? Ну-ка, видимо, да. Ай, ты что-то передумал, что-то ты передумал ты. Ну давайте попробуем уже, раз все так хорошо пошло. Может, все-таки он сделает ей предложение. Тем более так красиво, солнечно, морозно. Водичка плещется. Ну, что-то как-то мнется. Ну, я понимаю, ответственный момент. Вы не так давно знакомы, но вы вроде бы подходите друг другу. Ничего, нет? Да, у него опять слетело это действие. Интересно, может, у него из-за образа жизни это не происходит? М, Прям интересно мне стало. Возможно, из-за этого. А что у нас, почему у нас, кстати, появился этот образ жизни без любви? Образа жизни. Я не хочу, чтобы у меня, кстати, это было активно. Отлично. Холостяцкая жизнь дает различные преимущества, быстрее осваиваются любые навыки, которые когда не состоит в отношении. Отлично! А как ее дезактивировать-то? Сплоченность персонажа, который ведет свою жизнь сплоченность, предпочитает иметь узкий круг очень близких друзей. Чтобы вести такой образ жизни, персонаж должен иметь не более 3 друзей, построить более крепкие отношения с уже имеющимися. А как вот это без любви персонаж, который ведут образ жизни без любви, предпочитает холостяцкую жизнь и дорожат своей независимостью. Чтобы вести такой образ жизни, избегать серьезных романтических отношений, романтики в литературе, музыке и виде. То есть, чтобы ее дезактивировать, нам нужно как-то... Что нам нужно? Нужно не вести холостяцкую жизнь, потому что она отцепится от нас. То как-то мне вообще не прикольно это. Вообще-то хотел жениться, как-то завести отношения. А тут нам не-не-не, у вас тут вы так слишком долго были холостяком, что как бы у вас уже все атрофировалось, видимо. Вот так вот. Неприятненько. Ну, давайте тогда пока готовить еду. Наша барышня куда-то идет. Мусорный бак. Так, то есть нежность ты можешь проявлять, а предложение сделать ты не можешь. Как-то выборочно очень. Какой-то ты подозрительный тип. О, у нас что-то должны купить. Вон тарелочку. О, желатиновый торт «Радуга». Вы серьезно? 489? Пошли еще делайте желатиновый торт «Радуга». Я не знала, что он так дорого стоит. Круто, слушайте. О, все, она ушла. Да, в 3 часа, вот где-то в 3 часа как раз она ушла. Так, обалдеть. Желатиновый торт. А я его еще, по-моему, украсила. Точно. Давайте еще. У нас все есть. Яблоко, виноград, груша. Все есть, все есть. Классно. Мы начали наконец-то нормально зарабатывать. Наконец-то. Есть же туалет, идите в туалет. Так, у нас с 2 покупок уже 800. Классно. Я считаю, мы хорошим темпом двигаемся. Может, конечно, это будут единственные покупки за сегодня, но посмотрим. Хочется узнать, хочу ли я прийти к ней в гости? Слушайте, ну давайте пойдем к ней. Так, нашу пекарню все-таки закрыли. У нас было 2 покупки. Ну, ладно, я это как-то переживу. В общем, наша мадам, видимо, пошла домой. Я думала, что она поехала на работу. Она, оказывается, пошла домой и такая: почему бы мне его не пригласить к себе домой? А она владелец всех этих 4 кошек. Это все ее, да. Давайте посмотрим. Это же ее, получается, дом, да? О, кстати, я, я что-то давно не была здесь. Здесь так прикольно. Такая локация крутая. Эти мужчинки такие смешные вообще. Очень круто. Так, давайте немножко поднимем стенки. Собакам воспрещен вход. Так, ага, все с кошками. Старый телевизор. Ну, кошатница, конечно, кошатница. Надо было это сразу прошарить. Одна всего у нее кроватка. Ну, по крайней мере, с ней больше никто не живет. Это уже радует, что нет никаких безумных родственников. Ну что ж, так, это надо прикрыть.
Чтобы не расстраиваться, что мы за сегодня практически ничего не заработали. Ну, обсуди хорошую кухню. Чё ты меня позвал-то? Ты для чего-то специального меня позвал? Ты хочешь, чтобы я все-таки сделал тебе предложение? Ага, видимо, да. О, мне кажется, ты для чего-то другого нас пригласила. Давайте посмотрим. Давайте еще раз попробуем сделать предложение. Исполни серенаду, слушай. Давай. Я уже хочу послушать серенаду. Так, серенаду спели. Он кушать хочет, конечно. А что у нас тут? Какие-то обновления, интересно? Давайте посмотрим. Так, обожание, ощущение близости. Что тут? Счастливая, крепкая связь. Угу. Книжный термин, гурман любит кошек. Но если она к нам переедет, мы возьмем всего одну кошку. Но просто пекарня и 4 кошки – это несовместимо, честно. Не, я, конечно, свою кошку бы тоже никому никогда в жизни не отдала, но у меня всего одна кошка. Поэтому у нее 4. Ну, как-то, мне кажется, 4 – это все-таки немножко перебор. Ну чё? Стал как-то странно, и все. Итак, а посетители-то у нас все остались. Ладно, давайте быстренько открываем пекарню. Мы можем еще до ночи, на самом деле, поработать вполне себе. Тем более, что посетители никуда не уходили. Это он съездил, прокатался, конечно, бессмысленно абсолютно. В общем, надо узнать, как убрать этот, как его называть, возобновляй желательный торт. Все надо обратно, короче, возобновлять. Я говорю, зря покатались, зря время потеряли. Ну, ладно, зато узнали, что у нее 4 кошки. 4 кошки, блин. Я котиков, конечно, люблю, но 4 – это перебор. Ну, совсем, мне кажется. Хотя, если бы у меня была возможность, наверное, я бы тоже завела кошек. Но это такое. В общем, надо как-то избавиться от этого образа жизни. Вот такой большой выбор, а он выбрал себе жизнь без любви. Ну, вот как так? Когда у нас такие планы на эту дамочку? Ну, вот как так? Интересно, а вот эта витрина, она портится из-за того, что на нее просто смотрят, да? Она вот грязнится. У всех посетителей грязные взгляды, что ли? Я не понимаю. Она просто моментально грязнится. Так, давай укрась, пожалуйста. Надо же переставить. Давайте украсим. 10 миллиончиков. И что он будет делать? Я, кстати, не помню, что он в прошлый раз. Он просто делает белый ее, обмазывает чем-то. Вот, да. Это типа и все украшение. Мне кажется, до этого она была симпатичнее. Присыпка какая-то. Ладно, положи порти в багаж. Багаж. В общем, надеюсь, что этот тортик нас обогатит. И вообще предлагаю на этом серию закончить. У нас было удачное свидание, мы все наладили, правда, как-то, в общем, Патрик сам все испортил. У него внезапно появилась в жизни жизнь без любви, и он не хочет делать предложение. Я с этим разберусь и с Патриком, и с этим надеюсь, что все-таки мы сделаем предложение. Ну, зато он подкопит денег, и они перестроят дом, переедут, в общем, будут жить счастливо. Ой, не знаю, сколько кошек я, конечно, перевезу. Ну ладно, 2. Ну, блин, обидно, конечно, их оставлять, ну страшно, нельзя так. Ну и 4 кошки, не знаю. В общем, буду думать, что делать с 4 кошками. Надо же было связаться с кошатницей с такой. Ладно, узнаете в следующей серии, сколько кошек мы перевезем, сколько не перевезем. Подписывайтесь, ставьте лайк и до следующей серии. Пока-пока.